Друзья, в это воскресенье в 15 часов по Москве, 17 ноября, я буду писать натюрморт с коньяком в контражуре. За окном зима. У каждого есть подоконник. И эта тема, когда за окном что-то происходит, и есть интересный передний план, как это все связать. Тема для художника вечная и интересная. Так что присоединяйтесь к эфиру. Регистрация на сайте, 2 формата участия. Ну, все посмотрите. И запись будет. То есть те, кто не сможет в прямом эфире участвовать, смогут посмотреть потом. Ограничений по времени нет, запись будет всегда в доступе. Прямой эфир, живопись – это всегда некий риск, и может просто не получиться. Поэтому вот что будет, то будет. Я буду писать с нуля. Вы будете видеть, как идет работа, как я буду ошибаться, уточнять, стирать, переписывать. Ну, в этом, собственно, и суть живописи состоит, в постоянном уточнении. Так что будет интересно. Ну и еще приятная новость. На сайте вы увидите, что идет сейчас акция на 3 натюрморта, которые с обратной связью. И вы сможете, проработав, кстати, конечную тему, посмотрев урок на эту тему, прислать мне на разбор свою работу. Акция продлится еще 5 дней. Рори Арт. Друзья, при какой скорости ветра терпимо рисовать, а при какой нет? Ну, есть такая художница, наверное, не очень правильно говорить. Кто владеет русским языком, поправьте. Художник, девушка, женщина, Рус Шуринг. Она себя привязывает и работу к дереву скотчем. Все трепещет, она пишет такое пространство, там где-то в Нидерландах, по-моему. Все время ветер, вся перемазанная, наверняка вы знаете. Живопись очень хорошая, но у меня нет данных, при каком терпимо писать в цифрах в ветре. Ну, бывало всякое, и на океане, и ветер действительно выдувает все тепло из тела, поэтому тепло надо одеваться, а уж чтобы не уносило художеский скарб, нужно утяжеляться. То есть я вешаю просто пакет с камнями, на палитру кладу камни, ее трепещет, держится. При сильном ветре приходилось писать. Если у кого-то есть значение в цифрах, расскажите. Опять Рори Арт. Какие цвета идут в тучи? Все идет в тучи, все. Главное же мыслить не трафаретом, шаблоном, там карта, схема, только черный, ультрамарин, красный. Остальные не. Вот какие вы видите, такие нужно класть в тучи. Они же разные бывают, тучи над городом стали. Я считаю, глаз самый верный аппарат, ему нужно доверять, но в согласовании с другими цветами. Держать тональные связи и некую среду, такую гамму. А поскольку творческие задачи у всех разные, то можно, конечно, экспериментировать. Посмотрите Кандинского, у него там ого-го, какие цвета в тучах. Пробуйте по-всякому. Главное, держите тоновые отношения. Это самое важное. Елена не участвовала в прямом эфире прошлом, так как была в полете. Но он доступен, прямой эфир, в записи, и вы можете в любой момент подключиться к этой программе, так что на сайте эта возможность есть. Чем прямой эфир интереснее, тем, что все понимают, что в этот момент это происходит, действо, и потом можно еще пообщаться, задать какие-то вопросы. Это всегда очень объединяет, такой живой организм такой. Сова. Вячеслав, возникает диссонанс. Как же быть разным, но при этом найти свой стиль? Вы, например, идете утром в спортзал, вы одеваете какие-то специальные красивые одежды, такие спортивные, или в бассейн идете, там тоже другая одежда. А вечером идете в концерт, одеваете вечернее платье, и везде прочитывается ваш стиль. Но вы всегда разные. Вы готовите прическу, маникюр, всякие броши, розы, и прочие. Там подмалевки делаете, например, губы. Нельзя же всю жизнь ходить
с одной прической. Есть даже, мне рассказывали, даже наименование этих причесок на сленге у молодежи. Например, если вот такие вот волосы, называется штрих-код. Если вот так проборы сюда, шторы, ну, у ребят. Ну, всегда со штрих-кодом ходить. Например, вы захотите изменить прическу, вы всегда разные. Это же создает новый имидж, новые впечатления о вас. Вы все время меняетесь. Так и здесь. Вы пишете по-разному, но всегда прочитывается ваша рука, ваша энергия в каждой картине. Никакого диссонанса нет. В жизни всегда можно вас узнать в любой одежде по улыбке. А есть у суфиев, например, такая присказка, что собака всегда узнает своего хозяина, в какие бы одежды он ни рядился. Елена Линзер. Вижу дерево, думаю, значит, зеленую краску надо брать. А вы, Слава, изысканно берете целую гамму сиреневых. Это стиль называется. А в моем случае, наверное, называется наивность. Ну почему? Ну просто в лоб писать. Ну, как, видишь, зеленая, значит, зеленый, прям точно такую же зеленую. Ну, живопись в лоб. А сочинять, ну, Шмель, например, от цветка к цветку жужжит. А сидел человек, Римский-Корсаков, про царя Салтана сочинял и написал «Полет шмеля». Но это же музыкальное произведение. Никакой наивности, целая гамма сиреневых чувств. Так и вы используете материал, ну, натуру, вот этот мотив, к тому, чтобы сочинить свою музыку, вот этот полет фантазии, включить свой. И будет другая краска. Пользуйтесь совершенно разными находками. Таким образом обретается свобода, живописная такая, вот прям чутье возникает. Оно складывается из ваших усилий, из постоянных проб и ошибок. Некоторые вообще зеленую краску не возят с собой на пленеры. А почему? Потому что есть синяя разная, черная, охра, желтая разная, все. Из них все можно сочинять. Достаточно. А в принтере вообще 3 краски. Зеленая, пурпурная, синяя, пурпурная и какая еще? Желтая. Все. И все цвета выезжают на печати. Виктор Иванов. Я тоже раньше хорошо рисовал. Но потом меня кибернетика увлекла. Так, выпьем за кибернетики. Ну, хорошо, увлекла и увлекла. И я за то, чтобы слушать себя, куда ты хочешь, чем ты хочешь действительно заниматься. И обязательно этим заниматься. А иначе потом будут страдания. Ой, я потратил свою жизнь не на то, не тем занимался, деньги зарабатывал, а теперь моя душа страдает, я чувствую себя плохо, хуже. Ну и что страдать? Берете кисточки, например, хотите, вот сейчас вам, например, 80 лет, 90, и вы все вот прострадали, берете и делаете. Тем радостнее будет жизни. Вообще, вот это слово «дожитие» не надо употреблять. Жить надо полно. Сколько останется, столько останется, но душа будет радоваться. Харри Смит. Не могли бы вы рассказать немного о насыщенности цвета в картинах? Где та грань, которая отделяет картины художника со знаниями и опытом от лубочно-ярмарочных картин любителя-новичка? Совсем запутался. Вижу в ваших работах и сдержанность, приглушенность цвета, но и часто вы используете открытые цвета, как говорится, из тюбика. Заранее спасибо. И за ответы, за ваше творчество. Спасибо, Харри Смит. Да нет никакой грани. Если есть опыт и вот какая-то база, собственно, что мы и проходим в онлайн-школе и на живых классах, да, на занятиях. То есть мы приобретаем такую вот устойчивую базу. И тогда вы сможете готовить любое блюдо. Есть парень, он никогда не смотрит на рецепт, он вообще берет из разных банок, у них на сковородке шкварчит все. Знаете, о ком я говорю? Оливер как-то чего-то зовут его. Он так говорит, немножко не так.
по-английски. И как его можно спросить, где та грань про насыщенность цвета или вкуса блюда. Это ощущение возникает, что вот сейчас я вот дам красный из тюбика, а сейчас не дам, а сейчас буду сдерживать. Я к чему клоню? То есть, если есть фундамент, вы уже 1000 раз писали сдержанные работы и всякого вот уже это знаете, наработано это, то можете, ну, вот так вот писать по-другому. И будет прочитываться через это вот все ваша грамота, ваше ощущение гармонии. Ну, у зрителей будет возникать, если вы это делали из гармонии. И она может быть фантасмагорична, совершенно какая-то ого-го. Гауди, например, посмотрите. Да, они все здания стоят жестко, но там кривое все. И что? Весь мир съезжается в Барселону. Я не был. Так что вывод один – давайте заниматься. Друзья, вы знаете, что нужно делать для поддержки канала. Нажимать крестики, колокольчики, чтобы дринь-динь-динь. И предлагаю вам посмотреть еще одно кино, 525 номер. Конечно, на алкогольную тему. Живописный первач. Пока.